Добрый день, друзья! Меня зовут Илья Завалеев, я инженер будущего. В нашей компании мы постоянно считаем стоимость проектов или инженерных решений для того, чтобы понять, насколько эти решения окупаются и чтобы клиент мог заложить необходимые ресурсы и бюджеты для успешной реализации проекта. И мы используем в нашей практике лучшие мировые методы, которые также используются в таких компаниях, как Skanska, Bouygues или Hochtief. Я расскажу про управление стоимостью строительного проекта. В этом выпуске, в частности, я расскажу, как определить первоначальный бюджет на строительство на этапе концепции, а в следующих выпусках вы узнаете, как управлять бюджетом на различных фазах реализации проекта, если это видео наберет необходимое количество просмотров и вам покажется оно интересным. Итак, давайте начнем. На этапе 1 нам нужно определить состав работ по проекту. Что это такое? Это основные, например, элементы здания, либо виды работ или статьи бюджета. Существуют различные стандарты, которые уже заранее определили виды работ и состав работ, такие как, например, мастер-формат, который определяет виды работ, юни-формат, который разбивает здание на элементы, или DIN 276, который определяет статьи затрат для строительного проекта. Мы разбиваем наше здание, например, на элементы, как это делается в юни-формат. Например, каркас, фасады, инженерные системы, отделка, кровля, отделочные работы и так далее. Дальше этап 2. На этом этапе нам нужно описать качество проектных решений. Дело в том, что качество проектных решений это отвечает на вопрос, какое именно проектное решение, какого качества мы закладываем в реализацию этого проекта. Например, АБК на заводе будет совершенно иного качества по сравнению с премиальным бизнес-центром в крупной финансовой столице. Здесь нам нужно сказать, например, конкретно, если мы описываем фасад, то мы должны точно описать, например, это в основном доминирующий стеклянный фасад с двойными атермальными стеклопакетами на алюминиевых профилях, также элементы фасада облицованы натуральным камнем, фасад является вентилируемым с утеплением и натуральный камень установлен на нержавеющую сталь. И таким образом мы описываем детали и качественные характеристики, то, что мы хотим видеть. И так по каждому разделу, начиная от каркаса и заканчивая, например, благоустройством. При этом здесь нам нужна помощь инженеров, архитекторов, опытных специалистов, чтобы они грамотно давали нам такое описание, потому что в будущем на основании этого описания определяется стоимость строительства. Дальше идет этап 3. Это определение объемов работ. И на примере ограждающих конструкций, на примере фасада можно сказать, что, допустим, у нас получился объем фасада 30 тысяч квадратных метров, из которых у нас 20 тысяч это структурированное стекло и 10 тысяч это облицовка натуральным камнем. Эти объемы мы записываем в нашу ведомость объемов работ, по-другому она еще называется Bill of Quantities. Так мы оцениваем все объемы работ по проекту. Это достаточно трудозатратная работа, если делать ее правильно и качественно. Но оно дальше ляжет в основу управления затратами расчета бюджета. Следующий этап 4 – это определение единичных расценок. В нашей работе мы обычно определяем единичные расценки несколькими методами. Первый, наиболее точный, это запросить у потенциального подрядчика и также узнать стоимость строительных материалов. Также можно воспользоваться базами данных, и мы накапливаем постепенно информацию о разных проектах, и оттуда можем взять стоимость работ и материалов для конкретной конструкции или для конкретного проектного решения.
Это называется оценка по аналогу. И мы определили, например, сколько стоит квадратный метр структурированного стекла как материал, сколько стоит квадратный метр монтажа этого структурированного стекла. То же самое, например, по облицовке камнем, по утеплителю определяем единичные расценки на материалы и на работы. Итого у нас формируется стоимость работ на статью, например, фасады. Да? То есть мы определили качество, мы определили объемы работ, мы определили основные единичные расценки, перемножили объемы работ на единичные расценки и получили общую стоимость работ по фасадам. Дальше этап 5. Это формирование общего бюджета проекта. Здесь нам нужно заложить все статьи от А до Я. Учитываем здесь стоимость покупки земли, стоимость подключения к коммунальным сетям, саму стройку. Дальше очень важно включить нематериальные затраты, такие как управление проектом, проектирование, изыскание, согласование, получение разрешений. И также затраты на инженерию и, например, зеленую сертификацию. Здесь могут быть включены еще расходы на маркетинг, на продвижение, на продукт, на сдачу объекта в аренду или продажу. Еще, например, мы можем включить в стоимость строительства расходы на финансирование, то есть те проценты, которые мы будем платить в течение реализации проекта, если у нас есть заемное финансирование. Следующий этап — это этап 6 — добавление резервов к бюджету проекта. Всегда бюджет проекта должен иметь резервы. Это позволяет вам управлять стоимостью. Никогда не бывает так, чтобы все было досконально, точно определено. Как правило, стройка — это постоянные изменения. Это как изменения в рынке, так и изменения в объемах работ. И поэтому, чтобы вам руководить проектом, вам обязательно нужен такой финансовый рычаг, как резервы. Резервы определяются в зависимости от стадии проекта. И резервы сопоставляются с текущими рисками проекта. То есть, чем раньше мы начинаем проект, тем больше неопределенность, соответственно, нам требуется больше резервов. Как только проект все более и более становится понятным, то резервы у нас из проекта уже уменьшаются. Например, на стадии концепции мы обычно закладываем 15-20% резервов сверх расчетного бюджета. А если у нас проект уже доходит до стадии, например, эксплуатации, то там мы закладываем, например, 3% для того, чтобы убирать какие-то недочеты, дефекты, и либо доделывать то, что не было изначально запланировано. 7-й этап — это проверка и утверждение бюджета. Можно проверить бюджет разными способами на основании, например, объектов аналогов, и также мы используем такой принцип 4 глаза. То есть один человек, например, посчитал бюджет, а другой, как правило, более опытный, с хорошей насмотренностью, проверяет бюджет. Часто в компании я являюсь таким проверяющим бюджета, который мы посчитали. Дальше мы утверждаем этот бюджет, и еще иногда требуется, например, корректировка по инфляции либо по рынку. Да, то есть стоимость строительства может различаться от региона, либо происходят какие-то изменения в инфляции, в стоимости, например, работ, либо строительных материалов. Это тоже делается на финальном этапе по проверке и утверждению бюджета. Итак, подведем итоги. Мы сделали разбивку по работам, определили состав работ, описали качество проектных решений. Дальше мы определили объемы и единичные расценки и определили общий бюджет, заложив необходимые резервы. Итак, мы получили стоимость строительства. В следующем видео я расскажу, как теперь управлять этим бюджетом на разных фазах реализации проекта, чтобы нам хватило этого бюджета без потери качества. С вами был Илья Завалеев. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю дополнительную информацию и делаю анонсы. Итак, до новых встреч в будущем.